Галина Вишневская вспоминала о своей жизни в блокадном Ленинграде. И вот я осталась одна. Я жила в каком-то полусне. Опухшая от голода, сидела одна, закутанная в одеяло в пустой квартире и мечтала. Не о еде. Плыли передо мной замки, рыцари, короли. Вот я иду по парку в красивом платье с кринолином, как Мелисса Кориус в американском фильме «Большой вальс». Появляется красавец-герцог, он влюбляется в меня, он женится на мне. Ну и, конечно, я пою, как она в том фильме. Я еще до войны смотрела его раз 20. Но пришла весна 1942 года, и стали ходить по квартирам искать уже тех, кто остался в живых. Зачислили меня в отряд, состоявший из 400 женщин. Жили они на казарменном положении. Вот в эту-то дивизию я пришла и ожила среди людей. В тяжелые времена Галина Вишневская не потеряла желания жить благодаря мечтам, музыке и простому человеческому теплу. Мы услышали ее голос на одном из концертов и сразу же поняли, что хотели бы вместе работать. Через несколько месяцев Валя выступила на нашем концерте открытия салона Абаза. Невероятно артистичная, открытая, лучезарная Валентина Феденева, Россия. Всех приветствую! Меня зовут Валентина Феденева, я оперная певица, работаю в театре Санкт-Петербург-опера, являюсь приглашенной солисткой Михайловского театра и Большого театра России. В связи с объявленным карантином, конечно же, я пребываю дома вместе со своими родными, очень скучаю по работе, по своему любимому делу. И вы знаете, конечно, данная сложившаяся ситуация помешала моим планам. У меня должен был состояться важный дебют. Я должна была спеть в Михайловском театре партию графини в опере «Свадьба Фигаро» Моцарта. Мы готовились к этому, нашли усиленные репетиции. И оставалось совсем немного времени, как 18 марта объявили об отмене многих спектаклей во всех театрах Санкт-Петербурга. Мы продолжали репетировать, надежда на то, что, конечно, это как-то не будет иметь продолжения. Должны были состояться у нас онлайн-спектакли, концерты. В театре Санкт-Петербург-опера мы планировали показать гала-концерт. У нас были уроки. Конечно, планировались еще гастроли в Европу. Но, к сожалению, помешала эта пандемия, если это можно так называть. Конечно, у меня есть и ученики, которым, к сожалению, я должна была отказать во встрече, в индивидуальных занятиях. Но я надеюсь, что это все закончится как можно скорее. И прошу всех отнестись к этому серьезно. Сидите дома, берегите близких, следите за своим здоровьем. Кушайте как можно больше фруктов, пейте апельсиновый сок, слушайте прекрасную музыку, вдохновляйтесь, ведь жизнь продолжается. Открывайте свои сердца. Вот у вас сейчас прекрасная возможность побыть со своими родными, общаться благодаря интернету и онлайн-трансляциям с близкими, друзьями, с теми, с которыми ты никак не общался, откладывал все время в дальний угол все эти разговоры и общения. В общем, не знаю, я думаю, что в этом мире все не так просто, и то, что происходит, это не зря, несмотря на то, что я не хожу сейчас на работу, я продолжаю заниматься дома. Слава богу, соседи не против, наоборот, даже за, и я думаю, мне скучно. И вы знаете, в поддержку искусства, про поддержку вообще нас всех, служителей музыки, я хотела бы исполнить романс Сергея Рахманинова. Ведь недавно был у этого замечательного композитора день рождения. И я исполню романс Маргаритки.
Так, интернет. Наше все. Будьте счастливы, берегите друг друга, любите и верьте в лучшее. Я с вами. До новых встреч!